Ну да, хотелось бы. Итак, приветствуем зрителей канала со всего мира. Сегодня у нас новое видео. Привет. Сергей, расскажи, что нас сегодня ждет. Данный Мерседес приехал у нас на диагностику. Они сами посмотрели по регулировке клапанов, поняли, что у них просажены впускные клапана. Правда, в заявке у нас написано, что шестой цилиндр. На самом деле шестой самый нормальный, остальные сильно просажены. В дальнейшем сейчас покажу. То есть я уже сделал диагностику, произвел, посмотрел, что на самом деле просажены клапана. И сейчас вот вскроем клапанные крышечки, еще раз я об этом покажу. Как именно мы То есть выявили. у нас проблема с головками. С головками, да, то есть у нас просажены впускные клапана, надо необходимо их менять и менять седла клапанов. А на что это влияет вообще? Головок. Уходит зазор, но она дымит, когда я завел, он подымливает. То есть у них начинает, скорее всего, уже компрессия плохая. То есть это уже плохое прилегание седла и клапана. На компрессию это отражается. Соответственно, проезд и плохо работает. В данный момент еще более-менее, но она дымит. Ну, работает, расход, наверное, большой и так далее. Они просто, когда делали регулировку клапанов, увидели и вот приехали. Сейчас подробно об этом покажу, когда поднимем клапанные крышки. Но в первую очередь поднимем кабину. Давай. Так, у нас это Mercedes Actros Двигатель мой 1844, наш любимый двигатель. ОМ-501, Евро 5. Евро 5, V-образная шестерка. И с этой стороны. Вот, обрати внимание вот на эти вот винты. Вот эти винты выключены очень сильно. Сейчас так немножко, если вот так вот возьми. То есть этот винт, он полностью выключен сюда вверх. Да? А вот, например, вот на том, вот на этом вот. Здесь вот это нормальное влияние, видишь, ну, только наполовину. А здесь выключен Это ты уже в 2 раза визуально больше. так видишь, да? Да. А здесь выключен в 2 раза больше. И вот смотри, вот здесь вот он уже вот этот вот мостик практически достает вот до этого вот. И дальше регулировки уже там винта нету. Соответственно, у нас клапана выходят сюда наверх. Я понял. Тарелка, клапана и седло выжимаются сюда. Соответственно, может быть обрыв клапана. Рассыпаривание клапана, обрыв клапана и это очень... по поршню. Это все очень печально для двигателя. И вот решили предотвратить. Просто мы уже несколько таких сделали, а тут они решили предотвратить, все вовремя сделать. То есть, вот смотри, как ты сейчас увидишь, не увидишь. Попробуем так вот, да? Камера передаст, нет? У нас вот эти вот клапана, они выше, чем вот эти вот. Здесь вот с мостиками я вот поставил. Вот это выше, вот это ниже. То есть они должны быть на одном уровне. А здесь они, вот этот выше, вот этот, ну вот это, то есть это нормально, а это уже вот сюда вот ушли. Клапана. Вот на этих вот видно. То есть, ну, я вижу, вот как камера передаст, не знаю. То есть она видно, что вот эти прям они уже буквально вот, ну, на тарелку точно выше. Ну, мы хотя бы объяснили это. Да. Ну, по идее, да, но если вот здесь плотненько, то есть вот так получается, да, то здесь оно вот, ну, вот здесь также сделаем. Вот здесь упирается, а здесь у нас проходит. То есть он ровный. А здесь вот на такую толщину, то есть у нас уже выше, вот на такую. И нормальные винты здесь вот, но мы будем скрывать все, смотреть, потому что там очень сильно, там будет как лезвие уже острое, а здесь наполовину. Ну, это, конечно, мои предположения, потому что на самом деле я не знаю, я не видите.
надо сдергивать, передергивать штанги, чтобы эти толкатели оттуда не выскочили с своего посадочного места. Маслом прилипают, поэтому сдергивать надо. А то так потянешь, она толкатель вылетит и куда-нибудь убежит Блок. в блоке. Потом ищи скативать, выставлять. Ну, здесь буквально подкручиваю штуцера, трубки топливные. Подготовил к снятию паука, тут снял кронштейн, открутил все крепления, открутили бачок, вот так вот его в сторону убираем, скручиваем паука и снимаем. Все, у нас уже просто клеится. Трубочки еще поскручиваем. Обратите внимание, я уже пронумеровал их. Головки. Ого. Они уже почти кончились. Вон он приехал. Большой это выпускной? Пуск. А, пуск. Тоже, ну, поменьше. Ну, вот Ну, эти. то есть все прекрасно видно, да? Угу. Как я и говорил, на толщину примерно вот этого у нас они углубились. О, как раз сухарям будет интересно, там хоть как лезвие будет уже. Угу. Уже будет на грани. Сразу 3 принесешь? Здоровье, конечно. Ой, такая же фигня здесь. Так, здесь то же самое, да? Да. Ну, чуть меньше, вот здесь чуть меньше. Ну, чуть-чуть здесь ближе к и- Всё, если он на операционный стол. Делайте на операционный стол. То есть это самая лучшая шестая, которая головка. Вот тут наполовину. Мог взять, как удобнее. Вот, выработка, то есть, ну, видна, да? Угу. Так. Ну, выпуск вот он нормальный, ровный. Седла, выработка тоже есть. Ну, сейчас более интереснее покажем на следующей голове.
обрезаться можно. Выработка, то есть вот наполовину седла уже тоже есть. То есть она должна быть, ну это повыше, это пониже, да. То есть выработка видна. Надо менять седла впускные и клапана впускные. А направляющая? А вкус только поменяется. Здесь направляющие клапана впускного больше разбиты уже. Побольше люфт. Вот, и, ну и здесь они вот уже. Скажи на каком более-менее клапане, как он должен выглядеть. Здесь вот лежит где-нибудь. О, вообще остро. Для тех, кто просто, не в курсе. Вот так он должен выглядеть, а так такая у нас выработка. Ну, вот настолько вот уже. Это сколько у него в пробег? Или от чего это происходит? Времени, регулировка клапанов, соответственно, и время. Но это их прям болит у них, то есть это частая проблема. У них пружина, не более сильные пружины поставили, значит, постоянно. Жестче бьет. Из-за регулировки клапанов надо постоянно следить, чтобы не дожидаться того, когда он совсем кончится и начнет летать по цилиндру. Так что заказываем мы. Однозначно будем менять седла впускные, клапана впускные, направляющие впускные. По выпуску будет у нас рекомендательный, то есть рекомендуем замену клапанов и замену направляющих. Как рекомендация. Как клиент захочет, то есть поменяем, сделаем. Ну, как капитальный ремонт головки получится, если поменяем все. Кроме выпускных седел. Они в хорошем состоянии, то есть их пока трогать и смысла не видим. А все остальное поменялось новое. Все, таким образом сейчас мы остальные разберем, продиагностируем. Также сейчас просмотрим состояние гильз, чтобы там не было никаких проблем. И толкатели подостаем, проверим их состояние. Если там все хорошо, ремонтируем головки и ставим на них. Так, по гильзам просмотрели, ничего плохого не видно. Нормально гильза? Да. Толкатели нового образца с рисочкой. Значит, возможно, и будут в хорошем состоянии. Все толкатели в хорошем состоянии. Гильзы тоже. Гильзы тоже. Мостики тоже никаких повреждений там серьезных не имеет. Это мы тоже все. Ну, видимо, что откручивалось они, видишь. Уже что-то это делали. Тоже ничего плохого нигде не нашел, не обнаружил, ни люфтов. Ни люфтов, нигде ничего нету. То есть ремонтируем полностью головки тогда. Отдаем сейчас на подсчет, на согласование. Как только все придет, будем дальше собирать. И будем доставать пока седла, чистить, подготавливать, если они... Так, друзья, мы разобрали головки. Извлекли из них направляющие, седла. Помыли, почистили. Теперь будем устанавливать сюда новые седла впускные, делать фаску, устанавливать новые направляющие и собирать. Также достали эти клапана почистить. Направляющие перепрессовываем мы с помощью таких. Устанавливаем с помощью таких вот вставочек. Наборные. А седлами с помощью вот таких.
И устанавливать будем с помощью вот такого. Убираем по размеру вот этот. И будем устанавливать. Итак, в головке блока цилиндров мы устанавливаем новые направляющие. Так, направляющие у нас установлены. Устанавливаем сюда вот такие вот седла клапанов. Теперь делаем фаску с помощью мира. Вот этот клапан не обработан, торчит на единицу примерно. А должен углубленный быть 90. То есть на 90 у меня углубленный, как положено. Все так же и второй. Ну вот, друзья, мы заменили направляющие, заменили седла, сделали фасочку на них, как положено. Теперь мы быстренько сейчас притрем клапана. Тут по разку надо будет пробежаться, просмотреть, чтобы у нас клапана с седлами было все хорошо прилегание. И будем собирать. Приступим мы сейчас к притирке клапанов. В первую очередь мы притрем клапан декомпрессионный. И затем уже основные клапана будем протирать. Вот, то есть для проверки просто разочек стиранули. Видно, фасочка по кругу появилась. Также седло. Также и седло матового цвета стало по кругу. Берем такую поменьше и побольше, поменьше совы. Тугенько, побольше. И теперь таким же способом протираем впускные и выпускные клапана. По полминуты на клапан притерли и проверяем. Так, смотрим. Смотрим у нас вот прилегание клапана. Хорошо видно. Также впускного клапана.
собственно, седла. Смываем остатки пасты с помощью очистителя тормозов. Собираем. Все, собрали. После этого мы пройдем немножечко поверхность и будем устанавливать. Важно под эти головки, чтобы у нас был с выступом резинка. Под эти это под какие? Сейчас покажу на голове. А, не из валида? Да. Многие ошибаются. Евро 3. Головки полностью отремонтировали. Седла впускные поменяли, направляющие, поменяли клапана, все притерли. Под вот с таким выступом, то есть головка двух видов. Прямая, ровная, плоская, либо вот с такими с выступами. С такими выступами такая прокладка должна быть с выступом резинки, да. Если же под нее поставить Евро 3 плоскую прокладку, которая идет под плоскую головку, то потечет антифриз наружу. С этими вопросами очень многие звонят. Почему потекло после ремонта? Устанавливать? Будешь бегать? Да не, я сейчас туда пойду. Тогда беги с головкой. А я сказал, нет, что толкатель мы поставили. То, что подумать Нет, не надо ставить. без толкателя. Толкатели туда на место я установил, промыл продукт, почистил. Ставим головки. Головка цилиндров на свои места. Все очень просто. Да? Подрисовали. Доворачиваем.
нас сейчас перекрытие первого цилиндра, мы регулируем пятый, спуск четвертого, выпуск шестой. И там спуск выпуск. Все, вот есть. Все, теперь делаем оборот двигателя, регулируем массаж. Лапана. Как-то здесь просто все. Перекрытие. Регулировка. Все, одна сторона готова. Выпуск у нас 60, спуск 40. Специальные смазочки. Продукт почистить колодцы. Три сюда, три туда. Да? Ну, типа, только сейчас. Хотел сказать. Какой? Так, что, пробуем, да? Ну да. Первый запуск. Да? А топлива не надо? Надо подкачаться. Попробуем еще разок. Ну что, вроде работает? Да? Да. Пойдет? Ну, сейчас прогреем, все проверим. Выгоним, прогреем, все проверим.
Пустим кабину, будем гонять.